Приветствую, друзья! В сегодняшнем выпуске масштабное наводнение в Дагестане, сильная метель в Исландии, тропический циклон Нарел на западе Австралии, а также многое другое. Оставайтесь с нами до конца, будет интересно. Машину смыло. Отсюда. Мощный циклон обрушился на Дагестан. Из-за сильного ветра с порывами до 24 метров в секунду и непрекращающихся ливней более 330 тысяч жителей региона остались без электроснабжения. Аварийные отключения затронули 280 населенных пунктов в 14 районах, включая Махачкалу, Дербент и Дагестанские огни. Специалисты Дагэнерго связывают технологические нарушения с многочисленными замыканиями на линиях электропередачи. В данный момент над устранением последствий работают 46 бригад в составе 138 человек и 47 единиц спецтехники. В столице республики Махачкале сложилась серьезная ситуация. Ливневые потоки буквально парализовали жизнь города. Бурными потоками воды с улиц унесло около 30 автомобилей. Десятки жилых домов в частном секторе оказались затоплены. Спасатели МЧС проводят подворовые обходы и эвакуируют людей из затопленных зданий на лодках. Очевидцы сообщают о драматических инцидентах. Так, в Махачкале случайный прохожий успел спасти девочку, которую едва не унесло мощным течением. Помимо перебоев со светом, жители столкнулись с дефицитом воды из-за обесточивания насосной станции Вузовское озеро и хушетских очистных сооружений. В отдельных районах города подача ресурса была временно прекращена. В Хасавюрте из-за размыва берегов рек и опор произошло обрушение железнодорожного моста. Силы экстренных служб в регионе переведены в режим повышенной готовности. Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются в круглосуточном режиме. Ровно час, если выше. Вода еще сильнее течет. В центре Торонто вечером в пятницу произошел пожар на крыше шестиэтажного строящегося здания. Пожар сопровождался серией мощных взрывов. Сообщения о возгорании поступили в экстренные службы около 18:00 по местному времени. К этому времени густой черный дым и языки пламени стали видны из многих районов города. По данным пожарной службы Торонто, из-за интенсивного жара взорвались до 3 пропановых баллонов, которые использовались рабочими при проведении кровельных работ. Инцидент вызвал серьезные опасения у прохожих, так как обломки падали на проезжую часть, а сами взрывы были слышны за несколько кварталов от места происшествия. Прибывшие на место пожарные подразделения присвоили возгоранию 2-ю категорию сложности и оперативно локализовали огонь, предотвратив его распространение на соседние строения. В результате происшествия никто не пострадал. На момент начала пожара рабочих на крыше не было. В настоящее время начато расследование для установления точных обстоятельств случившегося. Атлантический циклон обрушился на столицу Исландии и ее окрестности экстремальные погодные условия, вызвав транспортный коллапс и практически полную остановку жизни в регионе. Согласно официальным данным Исландской метеорологической службы, метеоусловия в районе Рейкьявика достигли штормовых значений. Порывы ветра в городской черте и на открытых участках трасс достигали 20-23 метров в секунду. Шквальный ветер в сочетании с интенсивным снегопадом привел к возникновению белой мглы, опасного метеорологического явления, при котором небо и земля сливаются в единую непроглядную завесу, а видимость падает до нуля. Ситуация на дорогах столицы и прилегающих магистралях оказалась критической. Власти полностью закрыли или существенно ограничили движение на ключевых участках транспортной сети. Полиция и спасательные отряды настоятельно рекомендовали жителям и туристам воздержаться от любых поездок на личном транспорте, предупреждая о высоком риске потери контроля над автомобилем и невозможности оперативного оказания помощи в условиях блокировки дорог снежными заносами. В настоящее время дорожные службы сосредоточены на расчистке основных путей для проезда машин скорой помощи и пожарных подразделений, однако продолжение снегопада осложняет восстановительные работы.
Западное побережье Австралии пострадало от мощного тропического циклона Нарелл. Набравший силу в Индийском океане, он принес в регион не только разрушительные ветры, но и пугающие визуальные эффекты. В районе залива Шарк-Бэй гигантские облака, поднятые в воздух красной пыли, окрасили небо в зловещие кроваво-красные оттенки. Порывы ветра в эпицентре стихии достигали 250 км в час, вызывая масштабные разрушения и угрозу катастрофического прилива на побережье. Основной удар принял на себя город Эксмут. Ветер срывал крыши с жилых домов и вырывал с корнем деревья. От стихии пострадал и местный эвакуационный центр. Из-за угрозы обрушения людей пришлось экстренно перемещать в более безопасные укрытия прямо в разгар шторма. Из-за обрывов линий электропередачи весь город оказался полностью обесточен. Сообщается о десятках затопленных зданий и затонувших в гавани лодках, которые не выдержали натиска штормового нагона. Помимо Эксмута, серьезный ущерб зафиксирован в Карнарвоне, Калбаре и Джеральтоне. Там наблюдаются подтопления и обрывы линий электропередачи. Экстремальные погодные условия парализовали транспортные сообщения и оставили тысячи людей без связи. Данный катаклизм стал одним из самых мощных испытаний для штата за последние годы. Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке иранских беспилотников. Основной удар пришелся на топливохранилище аэропорта, где в результате прямого попадания дронов вспыхнул сильный пожар, охвативший резервуары с горючим. Борьба с огненной стихией продолжалась долгие 58 часов и завершилась лишь к субботе. В ликвидации возгорания участвовали объединенные силы пожарной охраны Кувейта, подразделения национальной армии, гвардии и специализированные отряды нефтяного сектора. Благодаря их слаженным действиям удалось предотвратить распространение огня на пассажирские терминалы и избежать человеческих жертв, хотя инфраструктуре был нанесен значительный материальный ущерб. В последние дни марта Италия столкнулась с возвращением зимы. Страну накрыл мощный арктический циклон, принесший с собой аномальные для этого периода холода. Арктические воздушные массы спровоцировали резкое падение температуры, которое сопровождалось штормовым ветром, порывы которого в отдельных регионах достигали 100 км в час. Непогода затронула практически весь полуостров, превратив весенние пейзажи в зимние. Наиболее серьезная ситуация сложилась в центральных и северных регионах, где снегопады прошли даже на низких высотах и в предгорных районах, что крайне нетипично для конца марта. В Тоскане, Эмилии-Романье и Абруццо толщина снежного покрова достигала местами 30 сантиметров и создала значительные трудности для автомобилистов. Из-за обледенения дорог и поваленных ветром деревьев было временно перекрыто движение на ряде региональных трасс. Железнодорожное сообщение также работало с перебоями из-за повреждения линий электропередач и систем сигнализации. Поезда дальнего следования и пригородные электрички следовали с многочасовыми задержками. Южные регионы и острова пострадали от проливных дождей и сильных штормов на побережье. Из-за высокого волнения на море было полностью приостановлено паромное сообщение с мелкими островами, в том числе Капри и Искью. В портах Лигурии и Кампании зафиксированы подтопления прибрежных зон. Синоптики отмечают, что данный температурный скачок стал одним из самых резких за последние десятилетия и нанес серьезный удар по сельскохозяйственному сектору, где уже началось цветение плодовых деревьев. На северные регионы Новой Зеландии обрушился мощный субтропический шторм, вызвавший масштабные наводнения и парализовавший транспортное сообщение в Нортленде. Экстремальные ливни, принесшие за одну ночь десятки сантиметров осадков, привели к резкому подъему уровня рек и сходу селевых потоков со склонов холмов. Эпицентром стихии стал район залива Фангареи и восточное побережье, где оказались полностью изолированы населенные пункты Нгунгуру и Ванганаки. Ключевая транспортная артерия региона, государственная трасса SH1, была перекрыта на нескольких участках, в том числе в районе моста Уакапара, из-за чего северная часть страны фактически оказалась отрезанной от основных путей сообщения. Ситуация в Нортленде остается критической. Местные жители сообщают о беспрецедентном объеме осадков, превратившем придомовые территории и пастбища в озера. Из-за сохраняющейся угрозы новых подтоплений и высокого риска оползней на размокших склонах
власти призывают население воздержаться от поездок. Метеорологи предупреждают, что почва перенасыщена влагой, и любой новый ливень может усугубить разрушительные последствия стихии. На одной из самых опасных высокогорных дорог мира, шоссе Шринагар-Лех в индийском Ладахе, в пятницу сошла серия разрушительных лавин. Стихия обрушилась на участок трассы в районе перевала Дзоджилла, застав врасплох колонну автомобилей. Жертвами катастрофы стали 7 человек, еще 5 получили ранения различной степени тяжести. Основной удар пришелся на отрезок между точками Zero Point и Минимарк, где огромные массы снега полностью или частично погребли под собой от 12 до 15 транспортных средств. Поисково-спасательная операция, в которой задействованы подразделения индийской армии, полиции, сил реагирования на стихийные бедствия и организации пограничных дорог, проходила в экстремальных метеоусловиях на высоте более 3500 метров. Известно, что 5 тел были обнаружены непосредственно в день трагедии, а еще одну жертву спасатели нашли под завалами утром в субботу. 7-й пострадавший скончался в больнице города Каргил от полученных травм. Из-за сохраняющейся угрозы повторных обвалов и сильного снегопада движение по шоссе, связывающему Кашмир с Ладахом, остается полностью перекрытым. В конце марта Хорватия столкнулась с прохождением мощного циклона над Балканами, который принес в регион резкое похолодание и штормовые ветры. По всей стране был объявлен красный уровень метеорологической опасности. В горных районах Горского Котора и Лики воцарилась настоящая зима. Обильные снегопады оставили после себя сугробы высотой более 50 сантиметров, а метели привели практически к нулевой видимости. Это привело к транспортным перебоям. Ключевая автострада А1 была перекрыта для грузового транспорта, а движение легковых автомобилей осуществлялось с огромными затруднениями. Столица страны Загреб и ее окрестности пострадали от ураганного ветра, порывы которого превышали 120 км в час. По всему городу зафиксированы случаи падения деревьев на проезжую часть и припаркованные машины, сорванные рекламные щиты и поврежденные фасады зданий. Особое внимание властей привлек масштаб разрушений образовательной инфраструктуры. Повреждения различной степени тяжести получили около 40 школ, из-за чего занятия в Загребе и области были отменены. Тем временем на побережье и у подножия хребта Велибит свирепствовал ураган, порывы которой достигали 130 км в час, что заставило метеорологическую службу продлить экстренные предупреждения до стабилизации погодной обстановки в регионе. В регионе Мбея на юго-западе Танзании не менее 20 человек погибли в результате оползня, вызванного сильными дождями. Стихийное бедствие произошло в округе Рунгве в ночь на 25 марта. Оползень затронул несколько населенных пунктов, включая районы Лупепо и Нкунга. Разрушены жилые дома, многие семьи остались без крова. Сначала были обнаружены тела 18 погибших, среди которых большинство дети. Позже спасатели нашли еще 2, что увеличило число жертв до 20. По словам властей, под завалами могут оставаться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются. Сильные дожди, сопровождающиеся порывистым ветром, продолжаются и после трагедии. Размытые дороги и разрушенные мосты серьезно затрудняют проведение спасательных операций и доступ к пострадавшим районам. Жителям опасных районов рекомендовано временно покинуть свои дома. Уезд Шанхан городского округа Луньян в китайской провинции Фудзянь накрыл погодный фронт, который принес с собой в регион сильный ветер и интенсивные ливни. Резкое ухудшение метеоусловий застигло город врасплох, превратив оживленные улицы в зоны стихийного бедствия. Десятки массивных деревьев не выдержали натиска ветра и рухнули прямо на проезжую часть, заблокировав основные транспортные артерии города. Наиболее серьезная ситуация
ситуация сложилась на главных городских магистралях – улицах Бэйхуань и Цзянбинь. Огромные стволы и поваленные ветки полностью перекрыли движение, создав многокилометровые заторы. Для ликвидации последствий шторма все экстренные службы города были переведены на усиленный режим работы. Местные власти призывают жителей проявлять осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок до полного завершения восстановительных работ. На регион Ан-Наджиба, расположенный в округе Моха в Йемене, обрушились экстремальные ливни, спровоцировавшие масштабные наводнения. Стихийное бедствие привело к человеческим жертвам. На данный момент официально подтверждена гибель 5 человек, среди которых 2 женщины и 3 детей. В пострадавших населенных пунктах зафиксированы случаи пропажи людей без вести, в связи с чем поисково-спасательные операции ведутся круглосуточно. Основной удар стихии пришелся по жилищному сектору и инфраструктуре для внутренне перемещенных лиц. Потоками воды полностью разрушены или серьезно повреждены около 50 домов и временных убежищ. Транспортное сообщение в регионе парализовано из-за размытия и блокировки ключевой автомагистрали, соединяющей округа Моха и Эль-Хоха, что затрудняет доставку гуманитарной помощи. Серьезный урон нанесен также аграрному сектору. Затоплены обширные фермерские угодья, полностью уничтожены посевы. Местные власти оценивают материальный ущерб как масштабный, подчеркивая необходимость экстренного восстановления разрушенной жилой и транспортной инфраструктуры региона. В западных и юго-западных регионах Алжира, включая провинции Бишар, Бени-Аббес, Наама и Эль-Баят, произошли масштабные наводнения, вызванные сильными ливнями. Интенсивные осадки привели к резкому повышению уровня воды в руслах рек и затоплению значительных территорий. В ходе экстренных операций подразделения гражданской обороны успешно спасли 11 человек, которые оказались заблокированы в своих транспортных средствах из-за внезапного подъема воды на автодорогах. Стихия нанесла серьезный ущерб местной инфраструктуре, зафиксированное разрушение мостов, повреждение жилых домов и перебои в работе транспорта. Власти призывают граждан к повышенной осторожности, поскольку метеорологи предупреждают о сохраняющейся угрозе повторных паводков в пострадавших регионах в ближайшие дни. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.